Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Пасьянс Таро прогноз, что спешит в вашу жизнь. События ближайшего времени. Что скоро будет, давайте с вами узнаем. Случится, произойдет. Какие события в ближайшее время вас ожидают. И вот по части событий мы как раз узнаем на картах пасьянса. Они рассказывают нам беспристрастно о том, что именно как событие может быть в ближайшее время. Давайте с вами будем узнавать. У меня очень давно этот пасьянс. Я знаю, что на моем канале есть любители пасьянса. Ну, есть и не любители. Кому не любители, пожалуйста, на Астро Инспирационе, на другой мой канал, там без пасьянса. Итак, события ближайшего времени, ближайших дней. С чем это будет связано, давайте будем с вами узнавать. Итак, смотрю я, смотрите и вы, мои дорогие. Ух ты, как у вас добрые перемены. Ну и астрологически я тоже должна сказать, этот период для вас продуктивный и что-то очень важное может решаться. Тут действительно спешить на ваш порог могут быть вот эти перемены, например. Это и через документы или какие-то ваши собственные решения. Может быть, знаете, мы говорим, звезды сошлись. Но вот правда бывает, когда в одной точке сходятся сразу несколько параметров. Или когда и бумага, и предложение, ваше решение, вот как бы все совпадает. Вот тогда, наверное, добрые перемены. На что-то решиться или решить. Смотрите. У кого-то эти перемены касаются личной жизни. Ну, понятно, мы все разные. Но лебедь тут нам про любовь, про верность, об искренности, именно искренних отношениях. Так, смотрим, что у вас еще. Я и могу сказать и планетарно, как октябрь, так и ноябрь. Больше мы тут отстраиваем свое благополучие. У вас свеча– это спокойное течение жизни. Поэтому здорово, когда при, ну, относительное, скажем, спокойствие, насколько это может быть. Но ничто не мешает, самое главное. Вот когда свеча выпадает, это правда. Помех нет таких явных. И вот у вас как раз и добрые перемены. Ну и вопросы личной жизни можно уладить. Или развивать. У кого что. Смотрим дальше. Вот, кстати, какие-то пустые разговоры. Мельница. Что к делу не относится, да? Ну, может быть, знаете, какие-то ненужные советы или, в принципе, много времени могут люди, окружение у вас занимать, потому что поболтать с вами захочется по душам. Вот просто даже так банально. Так тоже бывает. Вы можете быть в центре внимания. А могут быть пустые разговоры о, знаете, как ожидания, например. Вот если вы ждете документов или получения важной какой-то бумаги. Очень часто письмо, тут сургучная печать. Я, конечно, допускаю, у кого-то это, ну, новость в средствах массовой информации. Или пусть это СМС. Может быть и звонок, да, но в основном тут больше деловая бумага нам, конечно, показана. Хотя, опять же, все относительно. Вот смотрите, тут правда, допустим, пустые разговоры, если мы свяжем вот эти два символа, могут быть разговоры «получу, не получу», «когда получу», а может быть, будут отсрочки. Так вот, скорее всего, где-то в ближайшее время все же вы этот документ, если вы ожидаете, вы получите. Ну, к примеру, вы могли отправлять либо резюме куда-то, да, или делать какие-то запросы по документам. А может быть, это вы ждете, ну, действительно того документа, после которого как-то меняется ваша личная жизнь. Вот или отношения в паре, или то, что вот вы лично задумали. У вас выпадает еще, тем не менее, флирт, кот, хорошее настроение. Поэтому есть возможность познакомиться для тех, кого это актуально. Но это пока, знаете, такое значение, точнее, которое не говорит о том, что что-то будет длиться долго или вечно, но вдохновить очень даже может. И в нашем пасьянсе мы можем складывать
Карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вот я смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу я пока совпадений. Сейчас я еще раз пробегу глазами. Нет, правда, я не вижу совпадений. Ну, вообще очень позитивные такие. С прогрессом назовем, да? События. Ладно. Давайте у нас сегодня на Таро колода ангелов-хранителей. Вот то, чего вы не ждете, мои дорогие, а оно случится или произойдет, что тоже спешит на ваш порог или вашу жизнь. Возможно, событие, вот новость какая-то, да, или нам объясняют, что за документ, или сама по себе неожиданность. Давайте мы достанем первую карту и рядом положим еще одну, как все обернется или к чему все идет. Вот это вот неожиданность, да, к чему это все. И по основным сферам жизни, что спешит в личной жизни, ну, то, что отношения паре или для людей семейных, это ваша семья, может быть и дом. Что, чего ждать по финансам, мои дорогие. И вот еще одну карту, большие карты положу сюда. Чего ждать в ваших планах, то, что вы планируете, дела, работа, может быть и бизнес, ну или какие-то согласования, документы. Итак, давайте будем смотреть то, чего вы в принципе не ждете. К примеру, кто-то из вас не собирался на курсы, а вот так сложатся обстоятельства в ближайшее время, вы можете задуматься. Вообще, это карта сдачи экзамена. Для кого-то это, конечно, может быть сам по себе экзамен. Может быть и правда, вы получаете сертификат самый разный. Кто-то на права сдает, правда, кто-то ну, проходит курсы, это нужно по карьере. А вообще это еще и жизненный экзамен. По этой карте мы раскрываем свои таланты. Именно вот в этой колоде. И в последующем нас как будто могут ожидать очень интересные виды заработка, либо повышение нашего оклада. Или это когда, если ваш бизнес, мои дорогие, вы что-то планируете, вы тут можете что-то реструктурировать, и это будет очень в тему. Потому что, ну, как будто мы уходим от прежнего шаблона. Всегда любая тройка – это карта будущего, но здесь вот именно когда вы свои таланты раскрываете или строите карьеру. Больше эта карта говорит именно о достижениях, о сфере работы. Значит, там сами по себе какие-то возможности могут быть. Или вот пусть вот эти документы даже, да, ну не непосредственно это работы касается, но тем не менее, это какое-то ваше продвижение. Это всегда путь вперед, самое главное, это карта прогресса. Так как же это все обернется и чего это чего в связи с этим ждать? Ну, какая-то радость. Вообще, это карта романтики, чувств. Вот это где-то этот флирт. Кто знает, вы знаете, это вы, может быть, правда. Для тех, кто один или одна, вот даже карты эти две могут давать совет. Если ты, Овен, устал от одиночества, надо подумать о том, чтобы впустить буквально новых людей в свою жизнь. Или расширить общение, окружение. И вот тут как подсказка, иди на курсы. Вот правда. Ну, это может быть изучение языков или изучение какого-то ремесла. Для тех из вас, когда вы ищете, допустим, как дополнительный заработок, вы ведь тоже можете изучать именно ремесло. Это как профессия, которая в наших руках. Это то, что мы руками умеем делать. Не обязательно это как в университете сидеть, да, долгие годы, а мы быстро за несколько месяцев осваиваем какую-то профессию, и после этого мы уже практически специалисты. Пусть новые специалисты, да, в самом начале. Но тогда я могу сказать, это то занятие, которое вам нравится. Вот к чему это все идет или чем обернется, вам будет нравиться этим заниматься. И через это тоже может быть прогресс. И я, кстати, могу сказать, вот как неожиданность, обновление отношений. Почему нет? Где каждый раскрывает свои таланты. Может быть, прежде, ну, вы как-то видели даже в паре друг друга, ну, очень однобоко. Вот правда, бывает и такое. А тут вы своего партнера видите именно как человека ресурсного, что у него есть какой-то свой талант. Может быть, это из ваших партнеров кто-то, да,
начнет продвигать именно какую-то тему. Она вас, кстати, тоже может заинтересовать. Вы можете об этом узнать даже случайно и подумать, и правда, почему бы и нет? А дай-ка и я что-нибудь подумаю, подобное придумаю. Или дай-ка я попробую. Мы ведь тут можем и пробовать. Вот знаете, для вас, наверное, основное, то, что хотят сказать карты, ты как будто, Овен, не отказывайся. Тебе в любом случае вот эти добрые перемены, ну, мы меняем, может быть, методы, способы взаимодействия с людьми, да, какие-то перед собой ставим новые достижения, подходим к этому вопросу грамотно, что-то изучаем. Может быть, и не идем на курсы. Ну, где-то в процессе онлайн дома мы ищем информацию, что-то сами тоже книги открываем, изучаем или пользуемся какими-то иными ресурсами. Но явно есть прогресс. Явно есть какой-то процесс обучения именно. Потому что мы себя поначалу, вот по тройке пентаклей или тройка земли, но мы себя еще пока чувствуем новичками в этом деле. Но нам это очень нравится. Вот есть какая-то тема, которая вас буквально как с головой может накрыть, правда? А для тех, кто один или одна, это еще и может быть, если новый коллектив, новая какая-то общность, то там можно и познакомиться. Нам не говорят о том, что это будет что-то продолжительное. Но где-то эта романтика бабочки в животе как раз по рыцарю кубков. И вполне вероятно, вам не просто один интерес, да, тут для денег, обретения знаний, а нет, тут еще какое-то приятное общение может быть. Ладно, давайте посмотрим, что на личную жизнь. Двойка мечей. Выбор какой-то перед вами будет стоять. Ну, выбор, понятно, тут у каждого по-своему. Может быть, это выбор связан, все же нам дорогу показывают, да, и у кого-то это именно перемещение. Но вообще эта карта именно в этой колоде говорит, тебе нужно устранить какую-то путаницу. Я бы даже сказала, что, может быть, были какие-то недоговоренности, недопонимания, мои дорогие. Ну, ссоры, грубо говоря, да, или какие-то вот такие разговоры, когда вы не достигли общего какому-то консенсусу, не пришли, то вот здесь можно примириться, как будто выбрать одно направление. Или устранить вот эту путаницу, и теперь мы понимаем, что зачем у нас происходит в жизни. Ну, все, видимо, было бы желание, понимаете, тут на уровне именно желаний строится и внутренней готовности. Если вы готовы к диалогу, то и вторая сторона тоже готова, то тут может получиться очень даже красивый сюжет. Ладно, и к чему это все идет? Ну вот должно быть все по закону. У кого-то, может быть, коснулся вопрос или какая-то тема, она будет затрагивать вашу или личную жизнь, или непосредственно вашу личность, когда вам нужно будет сделать что-то именно по закону или оформить что-то по закону. Может быть, это касается вашей семьи, вашей пары, ваших детей, у кого-то переезд. В этой колоде это карма, по сути дела, но и сам по себе закон. Всегда причина и следствие. Ну вот примириться-то мы можем, но у кого-то, может быть, и буквально в суде идет дело, рассматривается, если, предположим, ваша прежняя история любви, история взаимоотношений уже подошла давно к концу, окончательно утрачено взаимопонимание. И я не исключаю, мои дорогие овны, кто-то решится, чтобы было больше порядка в жизни. Ну, действительно, уже теперь вот этот разрыв или расставание, когда вместе, может быть, вы уже продолжительное время не живете, а может быть, у кого-то даже уже новые какие-то связи, контакты, значит, нужно оформить этот факт как-то юридически. Я так думаю, что... Смотрите, еще один старший аркан. Но, вы знаете, я больше вижу, что это касается именно вашей личности. Есть какой-то вопрос, поскольку, смотрите, у нас выпадает два старших аркана. Один юстиция, а вторая как верховная жрица. Это карта интуиции, карта мудрости, безусловно, и терпения. Может быть, есть какая-то тема, которая вот именно вас затрагивает, и быстро ее не решишь. Ну, может быть, тут в основе лежит именно ваше однозначное решение. Может быть, это ситуация, которая, ну, действительно, с родственниками,
с вашими, да, ближайшим каким-то окружением, в которой вы вот участвуете в этой истории или в судьбе кого-то вы участвуете. И вот тут нужно сделать все по закону. Причем, понимаете, не случайно же выпала как карта тайны. Может быть, это ваша какая-то тайна, которую вы никому не говорите, кстати. И это вам захочется вот эту путаницу устранить. Потому что сложно как бы на два фронта или как в каком-то раздрае находиться. И тогда время пришло, я буквально так скажу. Но путаница должна быть, или вот этот как конфуз, это должно быть устранено. По крайней мере, если мы поступаем по закону, и если мы себя бережем, я бы сказала, если вы случайно, мои дорогие овны, это опять же вашей личности касается, тут можно много вариантов трактовать, но, может быть, это вы оказались в какой-то истории, а теперь вы вынуждены себя защищать. Тогда я бы сказала, подумать о консультации адвоката как минимум стоит, потому что тут нужно знать законы. Здесь что-то именно согласовываться с законом должно. Вам тогда спокойнее жить или спать будете спокойнее, да, крепче. Потому как мы ведь не знаем все законы, согласитесь. Ну, если вы сами не юрист именно вот в этой области. Потому что чем больше, например, документов или каких-то вопросов будет оформлено, или когда чем точнее вы тоже что-то подписываете и понимаете, как в отношении вас работает закон. Вот это очень важный пункт. То тогда и ресурсов у вас больше. Тогда и действительно это придает уверенности. Но явно есть тот вопрос, который, смотрите, можно ведь еще и так трактовать. Вот есть какая-то тема в путанице, правда? Когда сложно принять решение. Может быть, сложно принять решение, потому что не знаете, опять же, как работает закон. Вам себя и сохранять нужно с учетом аркана Верховная Жрица, и в то же время как-то выйти красиво сухим из воды, мои дорогие. Я такое предполагаю. Но больше это именно касается вас. Может быть, даже это вопросы, связанные с работой, кстати. И вы будете обдумывать, каким образом. Но вам будет, знаете, как и спокойствие, знание закона. И не рассказывайте много о создавшейся ситуации. Все же, когда выпадает аркан Верховная Жрица, молчание нам тоже помогает. Но молчание, это имеется в виду, когда мы не афишируем, что там у нас в жизни происходит. Может быть, и нужно обратиться к адвокату, но это значит, конкретному лицу вы можете что-то доверить, рассказать, объяснить тому, кто ну, непосредственно участвует или понимает в этом толк. Но чем меньше разговоров каких-то в округе, тем вам это тоже помогает. Но перекладывайте на себя. Я так думаю, у кого ничего подобного нет, нам уже карты показали. Любовь, взаимопонимание, когда спокойное течение жизни. Просто тут немножко как бы две разных истории. Ну и правда. Один общий знак зодиака нас, конечно, объединяет, но все же у каждого своя судьба. Финансы. Десятка мечей. Это мы завершаем какой-то процесс. Окончание. И, кстати, в этой колоде и освобождение. С чем это связано? Может быть, кстати, и вы, и денежный вопрос как-то увязано. И вам тогда, посмотрите, 3 старших аркана говорят. Тут и разобраться надо в путанице. И, по сути дела, это уже как какая-то финальная стадия, когда мы ставим заключительный аккорд в каком-то деле. Ваша сила. Вы, правда, мои дорогие овны, в ближайшее время можете разобраться даже с какой-то сложной путаницей. Может быть, поэтому, ну, где-то о сдаче экзамена нам говорит тройка Земли. И я допускаю, что это может быть и не для всех. Но у вас, безусловно, мои дорогие, сильная позиция. Но действовать вам нужно не совсем открыто. По крайней мере, ну, не афишировать какие-то ваши некоторые дела, вопросы по части и личной жизни, устремлений каких-то личных, ну или проблем, ну и в том числе по финансам. Тогда это укрепляет ваши силы. Вот эта карта и мужество, кстати. И когда
Но мы готовы к диалогу, ведь, безусловно, баланс как будто нам потребуется. Вот смотрите, лев подчиняется вот этой прекрасной деве. Почему? Он не чувствует агрессии. И вот вам нужно так решать вопросы, чтобы пусть у вас там внутри все горит, или, ну, по разным тут причинам, или вы с чем-то не согласны, или, ну, как-то вы по-своему видите тот или иной процесс, который именно финансов касается, и завершения. Но тогда об этом никто не должен догадаться. Вы должны излучать лояльность, дружелюбие, вот что-то подобное. И неважно, что там происходит у вас на душе. Люди не должны считывать вот вашего напора. А он может быть, я это знаю. Потому что особенно тут явно какая-то есть, на самом деле, путаница. Вот я буду благодарна вашим комментариям, что это такое. Ну, хотя вы вряд ли напишите, потому что тут что-то сугубо личное. Но варианты решить даже какую-то сложную проблему. Просто это будет не у каждого. Но варианты решить есть. И у вас тем более сильная позиция. Давайте узнаем, в делах, в работе, в планах. У вас есть единомышленники, мои дорогие, это как минимум. Это может быть партнер по браку и планы семьи. Да, и тогда вот пусть мы разные люди, но смотрим в одном направлении. Это карта прогрессивных партнерских отношений. Еще это могут быть партнеры, которые касаются непосредственно работы. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес. Или, ну, может быть, это у кого-то руководитель, но именно какое-то правильное взаимодействие. А мне бы хотелось на планы, это прекрасно. На достижение, ну, наверное, тут больше карта говорит о работе в команде. Пусть это будет один какой-то человек, но взаимопонимание, оно как будто присутствует, и для вас даже один человек – это более чем достаточно. Может быть, это в этот период времени для вас будет очень важен такой человек. Хотя ваш знак зодиака очень часто, если говорят, один в поле не воин, ну, это про всех остальных. Овен и один в поле воин. Но, видимо, мои дорогие любимые овны, ну, не в ближайшие дни. Правильное взаимодействие вам буквально помогает. Совет. Неожиданный расклад. А ведь и правда. Может быть, кстати, это, знаете, была какая-то путаница, семерка мечей, да, или воздуха это называется. Был какой-то обман. Может быть, и вас кто-то вел в заблуждение, да, вот как, посмотрите, девочка и мальчик. Ну вот почему-то девочка явно маленькая, хоть, но воин, меч наготове. А вот в корзинке у нее 2 яблока, а у мальчика почему-то 5. Явно была какая-то нечестность. И что интересно, боится мальчик подходить к девочке. С тыла заходит, более того, когда она спит. Я, конечно, шучу. Вот посмотрите, вот в этой колоде как благословление ангелов, не случайно ангелы-хранители. Вот этот ангел, который на заднем плане, что мы можем помириться, да, или достичь взаимопонимания. Но тоже тут, знаете, как бы карта не говорит, что мы ослабили свое внимание или о полном доверии. Мы же еще не знаем. Он вроде бы как собирается положить все эти яблоки в корзину. А сколько он положит? Может быть, он положит все даже яблоки, да, или поделит так, когда у девочки будет больше. Может быть, он признал свою ошибку. Вот, кстати, мои дорогие овны, карта ведь нам не говорит, что вы именно с позиции девочки находитесь. Кто-то может и с позиции мальчика. Мы все разные. Но, наверное, быть честным с самим собой. Вот если мы как карту совет достали, и если вы видите, какая-то конфронтация, правда, была, и вопрос ничем не решится, он только как бы закапывается глубже, обрастает какими-то сведениями, делами, нужно мириться или какое-то медиаторство, то ангел тогда, как высшие силы, вам помогают. Тогда вот то, что я сказала по этой карте. Если люди не чувствуют напора от нас, тогда нам и договариваться проще. Но возможность точно есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.